друзья! Всем начинаю свой новый влог с набережной Невы. За мной мост Александра Невского, Александра Невская лавра. Вот я на Малоохтинском проспекте. И, как вы догадались уже по названию проспекта, мы сейчас идем в Легенду на Малоохтинском, принимаем квартиру с моими хорошими уже близкими друзьями и клиентами. Вот, я очень рада, что проект последние недели. Мы уже не первую квартиру с клиентами приняли. И вот все, кто принимает, я очень рада, что все довольны. Вот. Сколько было разговоров и слухов, все равно есть позитивность такая, есть такое всегда ощущение завершенности, какое-то очень приятное чувство, что такое, что-то ты долго-долго ждал. Стройка — это всегда такое дело, когда ты долго ждешь процессы, какое-то все сумбурно, все такое еще пока не очень понятно, как это все завершится, понравится. В общем, а когда это все завершается, приходит к какому-то логическому заключению, то это все очень приятно. Посмотрите, здесь я иду пока вдоль коворкинга, это бизнес-центр, его немножко привели в порядок. Вот, какие здесь виды, да? Прекрасный вид на Смольный, на набережную. На той стороне центральный район в таком состоянии, промышленной территории, трубы. Но ничего, туда тоже дотягиваются руки застройщиков. Скоро виды будут в ту сторону тоже красивые. Волнительно, да, это все. В общем, мы поснимаем дом, территорию. Я хочу посмотреть, потому что много еще разговоров по поводу детского сада, как он там вообще вписался в окружение Легенды Малоохтинского, как выполнили холлы. Мне очень интересно. Хотя, опять повторюсь, у меня клиенты на прошлой неделе получали квартиру. Столько приятных тоже написали отзывов. В общем, посмотрим сейчас. Самое главное, что мне, конечно, нравится, это кирпич. Мне очень нравится, как фасады выполнили. Все-таки, конечно, классно они это все сделали. Отсюда, кстати, очень классный вид. Мы пойдем с видом в сторону Александра Невской лавры. Там, я думаю, будет очень красивый вид. Коммерческие помещения, кстати, удивительно, уже подписаны предварительные договоры аренды. Представляете, с какой ставкой? 3-3,5 тысячи за квадратный метр. Все удивлялись, возможно ли это. Возможно. Очень проходное место. И коммерческих помещений здесь было немного по периметру. Комплекс довольно большой, на 1000 квартир, поэтому коммерция здесь будет популярна. Несколько помещений, порядка 5-6 уже подписали предварительные договоры аренды, потому что арендаторы уже ждали сдачу этих домов и подписание акта прием-передачи, чтобы уже можно было начинать делать ремонт, занять свою нишу в помещении от Легенды. У нас сейчас есть очень крутые предложения по коммерции в других домах. Я очень активно вообще последний год занимаюсь коммерческими помещениями, поэтому считаем окупаемость, предполагаем, примерно рассчитываем, работаем мы на сдачу, то есть сразу. Я не делаю это массово, делаю это точечно для того, чтобы сохранить индивидуальный подход, как всегда. Такой красивый фасад, и здесь убрали забор, и наконец-то можно повзаимодействовать с домом. Такой он очень красивый вблизи. Тут корпус из фибробетона, из кирпича, отделка, класс. Мы идем в конец корпуса.
Классный двор. Ну вот это же все будет отделано, правильно? Конечно, конечно. Тут будут этажи и квартиры. Конечно, конечно. Это вы все делаете, да? Супер вообще. Ну, сделайте просто красиво, здесь жить было, ладно? Ну что, заходим в квартиру и видим этот просто шикарный вид. Ну что, в процессе получения ключей и приемки квартиры прекрасный вид, прекрасная квартира, просто вообще шикарнейшая. Вот, и такой красивый вид. Вот это неправильно. Да, посмотрим на соседей и вообще на коридор. Ну ничего, это все поправит, наверное. Да. У нас же было 4 горизонта, мы заезжали, та же фигня. Прошел там год, мы сделали. Ну только еще даже еще и не носили ничего. Сейчас еще будут носить такие. Тут И они такие. потом пустые, сразу вообще все в стену покрасили, было очень прикольно. Что, друзья, мы завершили приемку. Все посмотрели, все понравилось. Замечаний вообще минимум на самом деле. Очень хорошее качество строительства внутри. Нам понравилось. Холлы доделают. Некоторые есть там косячки какие-то, все доделают. Мы довольны, клиенты наши тоже довольны. Виды у нас потрясающие. Поэтому здесь еще есть квартиры. Дом готов и выполнен классный. Когда можно оценить каждую квартиру, пройти посмотреть. Это, конечно, возможность. Вот. Так что не упустите ее, обращайтесь. Смотрите, это первый этаж, он жилой, вот так вот отсыпан. И на первых этажах у нас еще есть квартиры. Вот это патио. С таким вот выходом, можете, это дверь. Здесь можно так вообще все закрыть. Это блоки для кондиционеров. Вот они на фасадах, картиночки такие красивые. Ну, мне кажется, аккуратно просто сделано. Ну и такие холлы. Хорошее остекление. Ну все, ребята пошли подписывать все документы, а я поеду дальше. У нас сегодня еще просмотр коммерческих помещений. Покажу, где мы покупаем коммерцию сейчас. Вот, и на фоне меня фасады Лаухтинского. Мне понравилось. Классно. Вид, конечно, у ребят вообще просто шикарный. Вот важен ли вид? Важен ли вид, задаем вопрос до того момента, пока мы не видим квартиру с видом на воду, на Неву, на закаты. И все, этот вопрос перестаем задавать, потому что важен. Со временем, когда уже все вопросы закрыты, знаете, вопрос площади, количество мест размещения для всех членов семьи, встает вопрос, хочется смотреть на Неву и на наши достопримечательности. Смотрите, какой вид. Ну что, это мы вырезаем. Всем
хорошего дня. Мы в солнечном городе, но солнца здесь не видно. Я приехала показывать коммерческие помещения. Второй раз мы их будем смотреть с клиентами. Мы уже выбрали сейчас. Это очень такой важный, конечно, этап. Сначала я фильтрую это все, потому что я подбираю клиентам определенные конкретные помещения под их бизнес. Потом это все проходит фильтр, естественно, клиентов. Формы разные, лицензированный бизнес, поэтому сами площади, их расположение стояков, вентиляции. Мы смотрим, что под помещениями, паркинг или кладовые, какая там коммуникация, можно ли 100 потолков, где проводить коммуникации сверху, снизу, куда нас пустят, нет. В общем, все, что нужно, еще проходит фильтр у клиентов, и только потом мы, естественно, уже принимаем следующие решения. Но солнечный город, конечно, расстроился. Просто пипец. Здесь солнечный город сам. Со мной резиденция. Это малоэтажный. Там, получается, дворцовый фасад строится. Вот, посмотрите, какая резиденция малоэтажная построилась. Очень симпатично. Мы ждем еще заказчика. Сейчас он подойдет, откроет нам дверь. У нас тут небольшой форс-мажор. Немножко что-то ключ заело. Вот. Продолжу вам рассказывать о том, что за моей спиной как раз вот солнечный город, резиденция. Я вам сейчас хотела показать дворы, пока ребята будут с проектировщиками мерить. Я вам покажу, схожу дворы. В разговор о том, что я вам показывала проект Млаухтинский 68 от легенды. Вот, и мы долго дискутировали с представителями этой компании. Вот, я никого не хочу обидеть. Ну, так вот, продолжаю рассказывать. Меня просто отвлекает по работе. Вот, дискутировали мы с коллегами о том, кто сейчас как делает дворы. Вот, я не хочу обидеть коллег, легенду компанию. Вот, они очень крутые, мне кажется, они вообще одни из первых. Они, как эти, знаете, прокладывали маршрут, чтобы воспитывать у других застройщиков вкус. Вот. Ну, не только они, у нас ряд компаний, я бы так сказала, которые были все равно первопроходцами такими. То есть они делали такие дворы и говорили, давали, так скажем, понять потребителю о том, что это круто, что за это нужно платить, можно, нужно. И это оставляет потом классные, приятные впечатления, когда вы начинаете пользоваться этими дворами. Допустим, резиденс. Бабушка какая-то сидит. Это очень мило, читает книжку. Здесь еще территория тоже будет строиться. Но я к тому хочу сказать, что ландшафт, конечно, не на бизнес-класс. Но это и дом не бизнес-класса. Но дворы и детские площадки мне очень нравятся. Мне вообще понравилось, как они сделали резиденцию. Такие широкие проспекты, проезды. Пока она не заселена, смотрите немного так, одиноко, голо, серо. Но я хочу все равно показать какой-нибудь дворик. Вот так дойти, чтобы это было видно. Посмотрите, как двор выглядит. Я даже не знаю, видно ли это на камере, но там есть тренажеры, есть очень классные интерактивные детские площадки. Не выглядят они все каким-то ярким пятном, вот. И зелень точно так же разрастется. И все дворы здесь, в принципе, такие довольно милые, интересные. Мне очень нравится интерактивность их. Я вот просто с ребенком уже несколько раз приезжала в сданные светловские домики и сильно даже удивлялась. Вот последние, которые были сданы в эконом-комфорт-классе, я хочу обратить внимание. То есть это, такой комфорт-минус. Просто, комфорт, хорошо, ладно, нет у нас таких никаких развлечений. Но мы говорим о том, что там легенда говорит, что у них элитный тип недвижимости, RBI тоже такие, да, бизнес плюс. Все эти компании сложности не сравнивают, потому что это бизнес плюс, это цена квадратного метра там от 300 тысяч за квадрат, 350, тот же самый там Куинджи даже, да, это уже там 350 к 400 за квадратный метр. А здесь все равно там, да, мы говорили, что 200 средняя цена, там 200 за квадратный метр.
Вот. И в таком ценовой категории делать хорошие дворы вот, становится удивлением. Ну и как удивлением, уже приятным бонусом. И вот еще посмотрите уровень аккуратности сетла. Очень аккуратная плитка, очень аккуратная штукатурка. Там колясочная велосипедная, пожалуйста. Смотрите, как они закрыли теперь радиатор. Решеточка такой декоративный, красивый. Вот зеркало. Приятная плитка, чисто. Там уже стоят, кстати, велосипедные коляски. Здесь у нас выход во двор. Вот такой аккуратный, приятный двор. Зелени хочется больше, но мне кажется, ее и будет больше. Тоже в зеленом квартале там очень много было зелени сначала. Главное, площадки, оборудования много интересного. Такой хороший. Друзья, я еще раз обращаю внимание, что это такой комфорт, класс. Потолки высокие, 4-метровые. Помещения коммерческие, такие приятные. Вот мы сейчас продолжаем с ребятами обмеры делать. Они там еще домеряют. Вот такой солнечный город Резиденс. Завтра, кстати, мы поедем смотреть Новосаратов. Постараюсь тоже сюда же включить в это видео, как сейчас выглядит Новосаратовка и что там еще происходит. Это еще, мне кажется, следующее Кудрово, потому что доехать туда метро нет. Это большая проблема, мне кажется, на Саратовке там нет метро, а город разрастается там новый. Но на берегу Невы тоже такой плюс хороший. Ну все, на связи тогда. Друзья, сегодняшний день начинаем с просмотров. С утра я уже была в Галактике. Мы там смотрели тоже квартиры. А сейчас я где? В Новосаратовке. Посмотрите за моей спиной, как разросся этот участок. Когда 3 года назад здесь были пастушьи поля, мне кажется. Ну, я, конечно, утрирую, что там прям совсем пастушьи поля, но что-то было такое, в общем, одно большое поле. Сейчас, секунду, я включаю микрофон, чтобы это у меня муж потом ругает. В общем, так будет намного лучше. Ну вот, смотрите, это город первых. Все строилось ЦДС. Мне напоминает это чем-то, наверное, такие районы, как и Кудрово, и Девяткино и прочее, потому что, конечно, вокруг хаос какой-то, хочется нормальных каких-то логичных, в общем-то, завершений, то есть завершился какое-то строительство дороги, приятные какие-то приятные подъезды. Тут, конечно, мы еле-еле вообще подъехали, полный хаос, но мы приехали смотреть коммерцию. Это самое важное, потому что надо понимать, что сколько здесь вообще количество застройки будет, насколько это актуально. А в таких районах всегда актуально, потому что далеко от каких-то крупных магазинов, артелей и все прочее. Поэтому все, что магазины под рукой, конечно, будет пользоваться популярностью. Что-то уже открыто. Я вижу пекарни Wildberries. Это всегда в первую очередь открывается. Магазины, магниты, озоны, доставки и все прочее. Ну вот, смотрите, стройка еще идет. Какие-то дома уже сданы. Вот, высотность. Вы тоже видите довольно высокие дома, и населения, конечно, здесь довольно много. Вот. То, что они плотно расположены, тоже неплохо. Там еще стройка. И вот, наверное, за вот этим малоэтажным домом не видно. Там будет огромное строительство еще в Сетл-Сити. Вот. Здесь уже социальное учреждение какое-то строится. Это плюс. Ну, машины стоят, в окнах уже многих я вижу светы и ремонты завершенные.
Сдача вот это была, если я не ошибаюсь, в 2024 году. Не очень следила относительно, так скажем, квартир за этой локацией. А вот коммерция сейчас становится довольно интересной. Здесь продаются помещения, сейчас от застройщика, и что-то на вторичке еще можно посмотреть. Хотим тоже подобрать, может быть, купить даже уже с арендатором. Такое тоже сейчас распространено, надо сравнивать, смотреть. В общем, этот район относительно коммерции мне нравится. Ну, это так, знаете, характеристика, хорошо или плохо, они размытые, просто такие общие. Вот, конечно, по цифрам будем смотреть, по окупаемости, по цифрам. А здесь есть вообще коммерция хорошая, пекарня хорошая. Мужа с ребенком оставила на площадке. Площадки, на удивление, тоже симпатичные, деревянные. Я вот в котором доме уже нахожусь и говорю, рассказываю вам про площадки. Площадками уже не удивишь. Вот удивишь подъездами, дорогами, логистикой. Все, что за пределами теперь, мне кажется, этим можно удивить. Потому что здесь, конечно, подъезды ужас. Тут же строят дом, тут же люди ходят, тут же бетон льют. Вот как-то так не очень комфортно. Вот. Радует, что они, не малоэтажные, да, то есть количество людей довольно большое, что для коммерческих помещений очень даже хорошо. И плотно, плотненько, плотно, аккуратно. Не так, что прям дом в дом, они разные формы такие. Смотрите. Ну, то есть вот оттуда мы заезжали. Здесь склады, конечно, это просто ужас. Вот оттуда мы заезжали вот по этой дороге. Дорога ужасная, конечно. Напоминает, знаете что? Шушар. Вот что мне напоминает. Метро нет. Дорога для въезда одна. И вот там будет с этого строить уже. И будет еще застраивать, не знаю сколько, лет 7-10. И я хочу вот дойти просто до угла, чтобы посмотреть, сколько домов, хотя бы так просто чуть-чуть оценить территорию. Ну да, здесь, конечно, вот аренда пока висит, она не актуальна. Хотя вот тут открываются тоже, в принципе, здесь уже заселенный квартал. И вот поле, которое будет застраиваться. Ну все, на сегодня, я думаю, мы заканчиваем. По коммерции тоже можем работать, обращайтесь. Все зависит от запроса. Будем тоже с вами рассматривать, разбираться. Коммерцию даже тоже и себе тоже сейчас, кстати, смотрим. Потому что сроки окупаемости сдвигаются. Мне кажется, это раньше там, кто рассчитывал там на 7 лет. Таких, конечно, уже нету. Они становятся больше. Но сейчас есть классные коммерческие помещения. Не буду вам рассказывать, какие. Потому что их очень мало. Очень-очень. Вот, но Новосаратовку как один из вариантов тоже смотрим. Все, пока-пока.